В этом видео я поделюсь 20 лучшими GPTs, которые просто станут для вас спасением. Когда вы общаетесь с чатом GPT, вам от него надо что-то конкретное, но вы не умеете правильно писать запрос или у вас не получается вытащить то, чего вы хотите. Для тех, кто не знает, что такое GPTs, это бот, который построен на базе чата GPT в самом чат GPT. Только он обучен на определенных данных, настроен под конкретную задачу. В него загружена новая база данных, так что он помогал с конкретной задачей, которую он будет всегда помнить. Так вот, с появлением такой возможности простыми пользователями уже было создано более 100 тысяч разных GPTs. И многие пользователи, они очень серьезно подходят к этому делу, и в своих GPTs они прям загружают тома книг, базы данных. Есть GPTs, которые уже создают сайты, которые учат языку, создают лого, создают целые книги, музыку, голос, вирусные тиктоки и так далее. И поэтому моя задача была найти те самые уникальные обученные GPTs, которые решают как раз конкретные задачи и делают это хорошо, а не просто так созданные для забавы. И в этом видео я поделюсь ими. Поехали. Первый GPTs, ребят, помните, мы с вами создавали книгу вместе? Так вот, на эту книгу у меня ушло только на создание иллюстрации больше недели времени каждодневного создания иллюстрации. Что-то не получалось, приходилось перегенерировать и так далее. Так вот, этот GPTs, он натренирован, как правильно писать книгу, и он создает ее с нуля полностью, с названиями, текстами, иллюстрациями к ней и всеми дополнительными штучками, которые требуются при создании книги. И тут вы очень контролируйте свою книгу. Вот я попросила его написать книжечку про лиса. Он мне сразу же задает вопросы. Имя, характеристика лиса, сюжет, сеттинг, второстепенные персонажи, урок и мораль от этой книги. После того, как я ответила на эти вопросы, он начинает писать всю книгу. Расписывает структуру страница за страницей. При этом каждый раз спрашивая, все ли так, все ли не так. Он пишет текст, он пишет иллюстрацию, он пишет промпт для этой иллюстрации, сам макет какой должен быть и создает саму же иллюстрацию. После того, как вы шаг за шагом создали всю книгу, вот такая вот книжечка у вас получается. Это просто невероятно. Все, что надо сделать, это всего лишь скопировать текста с иллюстрациями, вставить. Книга готова. Следующий GPTs, я с уверенностью могу сказать, что заменит вам все ваши приложения по изучению какого-либо языка. Уникальность его в том, что он не просто дает тебе какие-нибудь слова, а он с тобой их использует, он с тобой постоянно общается. Когда я изучала английский язык, самым быстрым способом, эффективным способом для меня было найти партнера, с которым я по интернету общаюсь и таким образом изучаю язык. И здесь алгоритм действий построен таким образом. Во-первых, ты говоришь ему, какой язык ты хочешь выучить, он тебя спрашивает, на каком ты уровне, начинает тебя проверять. Потом он тебе дает какие-то слова, должен будешь повторить. Если вы используете телефон, ты можешь ему начитать, он тебе говорит, какие слова ты говоришь неправильно, вы с ним еще раз потренируетесь. И потом он провоцирует с вами диалог сразу же после изучения этих слов. Если ты говоришь что-то неправильно, он моментально тебя исправляет, говорит тебе, а лучше бы сказать вот так, вот объясняет почему и дальше продолжает с тобой беседу. Это невероятно, потому что в том же чате GPT, если спросить его, что ты хочешь английский язык, он тебе просто выдаст. Вам нужно вот это, вам нужно вот это, вам нужно вот это, вот это, вот это. Да, конечно же, безусловно, ты можешь у него спрашивать одно за одним, он тебе будет что-то давать, но это не постоянство. Его нужно прям обучать каждый раз заново. Здесь нет. Благодарочка, лайк, я думаю, что вы очень его оцените. Следующий GPT называется Blog Expert. Все мы пишем тексты в чате GPT, но страдаем одной и той же болью, а именно SEO-оптимизация, потому что мы пишем тексты для того, чтобы их потом находили в интернете, для того, чтобы их Google хорошо считывал, чтобы рекомендовал наши сайты. Так вот, этот GPT это делает. Отличие его от чата GPT будет в том, что он настроен на структурирование твоей статьи, SEO и оптимизации. Если просто загрузить текст в тот же чат GPT, он начнет сразу же его переписывать по своим каким-нибудь там задумкам, то этот бот, он разбивает твою статью на пункты. Он понимает, где и как лучше ее оптимизировать, вот накидывает план структуры. И если ты с этим планом не соглашаешься, то он пишет этот план до тех пор, пока ты его не утвердишь. Вот, например, загружаем туда статью, сразу же ее анализирует и выдает такой план. SEO-заголовок предоставляет, какое мета-описание у твоей статьи будет, какой слаг, какое вступление и сам план этой статьи. Соглашаешься, все, он начинает за тебя ее писать. Да, безусловно, тут нельзя автоматически все проверить, как это можно сделать тому же Surfer SEO, где он специально настроен под эту задачу, но и он бесплатный, если у тебя есть подписка чата GPT, когда Surfer SEO стоит значительных денег. В общем, пробуйте, тестируйте.
Следующий бот называется Short and Reels Assistant. Мне он понравился действительно качество сценариев. Когда ты просишь чат GPT написать тот или иной сценарий, много боли уходит, если ты его заранее не натренировал. Так вот, здесь он уже натренирован, как писать вирусные ролики, как они должны выглядеть по тайм-кодам, по структуре и так далее. Ты просто пишешь тему, длительность этого ролика, ну и, может, возможно, какие-то свои детали. И вот он выдает такой вот ответ. Когда последний раз вы делали что-то, что действительно изменяет вашу жизнь? Очень круто. Крючок. То есть он понимает, что вначале должен быть крючок. Невероятно. Дальше, продолжение сценария. Каждый день это новая страница вашей истории. Но порой мы забываем, что авторы этих страниц мы сами. Ну и так далее. Мне кажется, он очень хорошо справляется с этой задачей, потому что, когда я читала, у меня не было чувства отвращения, а я как будто читала действительно реальный сценарий, который интересен. Следующий GPT — это GPT по переговорам. Он был научен как раз на специальных книгах, на материалах, как правильно вести переговоры. И он расскажет, как лучше вести их, даст разные советы, и также он инициирует диалог. Он также может помочь собеседованию, соответственно, разыграть сценки вашего будущего собеседования. И я бы сказала, что он будет полезен в очень разных сферах, не только прям профессиональных бизнес-переговоров. Потому что я сейчас веду тоже переговоры с другой компанией, ну, мой блог — это только там 10% того, что я делаю вообще в своей жизни. Так вот, мне было очень важно инициировать диалог, который у меня будет с будущим инвестором. И я бы скажу, что он справился с задачей намного лучше, чем ChatGPT. Во-первых, потому что первое, что он делает, он узнает конкретику о твоих переговорах, задает тебе наводящие вопросы, чтобы понять ситуацию от и до. После того, как он узнал эту ситуацию, он пишет модель саму переговоров, как лучше провести те или иные переговоры, что, зачем лучше говорить, а потом может инициировать диалог и посмотреть, как оно будет в реальной жизни, какие вопросы может задать тот или иной человек и как лучше на них отвечать, то есть с примерами. Если, к примеру, в инициированном диалоге он не задал вопроса, который ты думаешь, что, возможно, возникнет у инвестора, ты можешь ему написать, и он тебе предложит, как лучше ему ответить. И классно в том, что он здесь на вопрос-ответа не пишет как языковая модель, так все официальненько, а действительно возможные вопросы, которые могут возникнуть у того или иного человека. Ну и это, кстати, очень популярный бот, и он от самого OpenAI. Следующий бот может изменять твои изображения, как ты этого хочешь. При этом тебе не нужно описывать никакие промпты, тебе нужно всего лишь вставить картинку, которую ты хочешь изменить слегка, и он тебе ее изменяет моментально. Классно. Ох, следующий чат-бот, ребят. Вау. Предприниматели-короли, которые смотрят меня и ищут разные схемки для заработка, вот этот чат-бот, я думаю, вам очень сильно поможет. Потому что, первое, он был натренирован на книгах таких людей, как Стив Джобсы, Джон Ленноны, Эдвард де Боно, Альберт Эйнштейн. То есть он обладает таким способом генерировать очень необычные идеи для заработка. Он отличается от чата GPT по стилю общения и по его мыслям. Если, к примеру, задать ему вопрос, дать разные идеи по заработку, он дал очень нестандартные ответы. И также сразу же способы их реализации, то есть он не просто выдает ответы. К примеру, приложение с микрозаданиями с использованием дополнительной реальности, организация мероприятий для состоятельных людей и редких местах, мобильный эко-поп-кафе на солнечных батареях, персонализированные исторические путешествия с погружением в эпоху. Далее, он не только дает идею, он также ее расписывает, когда ты ее просишь. Он геолокационные задания дает. Как приложение должно выглядеть внутри. Какая у него будет интерактивность, геймификация. Какой у него социальный элемент. Как ты сможешь это приложение монетизировать и так далее. При этом, если ему указать еще свой бюджет, где ты хочешь, ну, то есть дать какие-то детали, что логичней, он даст тебе еще невероятные ответы, которые будут релевантны именно для тебя, но только необычные. Классно, круто. Тестируйте, предприниматели, создадите бизнес. Возвращайтесь к этому видео, пишите «создал». Следующий чат-ботик подойдет для тех, у кого есть Apple Music, Spotify и Amazon Music. Этот чат-бот очень популярен среди пользователей. В нем уникальность то, что тебе всего лишь нужно описать, какой плейлист ты хочешь. Дал ему запрос, он подбирает для тебя музыки, создает тебе плейлист и сразу же добавляет к тебе в Spotify, в Apple Music. Классно, круто, быстро. Думаю, вы зацените. Следующий бот, а именно бот, который создает инструкции по
созданию GPTs. То есть, если ты не умеешь писать инструкции, хотя у меня есть подробное видео, посмотри его здесь, ты можешь воспользоваться этим ботом. Тебе всего лишь нужно описать, какой GPTs ты хочешь создать, и он для тебя прописывает вообще полностью инструкцию. Он пишет, что тебе нужно написать в кнопочке «Конфигур», в описании, какое изображение нужно добавить и так далее. А если попросить его написать инструкцию, что является самым важным, мы это знаем, то бац, он подключается к веб-пайлоту, то есть подключается к интернету и генерирует для тебя инструкцию. Самое ценное. Поэтому попробуйте, если у вас получится, то, возможно, для вас создание GPT станет еще проще, чем это было до этого. Конечно же, мое личное мнение, лучше всегда использовать свой ум, свои ручки. Единственное, что можно немножечко корректировать с чатом, делать эти запросы более понятными, но, возможно, вам вот этого будет уже достаточно. Следующий бот быстренько создает озвучку. Все очень просто. Ты всего лишь пишешь, что тебе нужно озвучить. Он озвучивает ее и кидает тебе ссылочку для скачивания. Он работает только с одним приложением. Лайфхак: можно просто поставить запятые, тире, и так твое приложение может превратиться в такой огромный абзац, который он, в принципе, озвучит. О, следующий бот вам очень понравится, а именно промпт-профессор, который будет помогать вам писать правильные промпты. Да, есть уже сайты определенные, я с вами ранее делилась этими сайтами, но порой иногда найти этот сайт, найти определенный промпт занимает еще больше времени, чем ты просто бы сам бы взял и написал определенный промпт. Так вот, проблема решена. Появился такой бот, который для тебя генерирует запрос, который потом можно вставить в чат GPT, в GPT, в другие языковые модели. Все, что тебе нужно, всего лишь написать твой запрос. Создай мне промпт для нейросети. Я хочу получить от нее самые лучшие и нестандартные бизнес-идеи офлайн. Его ответ: сгенерируй список инновационных и нестандартных идей для офлайн бизнеса, учитывая текущие тенденции рынка и потребности потребителей и так далее. Классно, круто, промпт написан качественно, структурированно. О, следующий бот, ребята, а это именно то, что показывали OpenAI, от которого у всех снесло крышу, а это именно когда ты загружаешь в чат GPT всего лишь картинку, к примеру, веб-страницы, как ты хочешь видеть веб-страницу, и он по этой картинке генерирует тебе HTML-код. Так вот, появился теперь такой бот, называется скриншот, код GPT. Ты либо туда загружаешь свой рисуночек, опять же, и он тебе по этому рисунку генерирует уже готовый код, экономит тебе не знаю сколько времени, либо, как его можно еще использовать, тебе понравился чей-то сайт, а его какая-то определенная страничка, скриншот, загружаешь HTML-код, передаешь его разработчику, и вы экономите время. Возможно, теперь создание сайта кастомизированно займет вместо недели 2 дня. Сколько конкретно он сэкономит, я не знаю, потому что я не разработчик, но сэкономит точно. Напишите разработчики, сколько он сэкономит теперь времени. Следующий бот, а это лого-дизайн. Он натренирован уже, как правильно создавать лого, как лого должны выглядеть. Тебе всего лишь нужно написать, для чего создать лого. К примеру, я обозреваю AI-тулзы, мой канал называется Web Trinity. Он спрашивает тебя наводящие вопросы, какой стиль, цвет, какое количество дизайнов логотипа сгенерировать, и генерирует тебе лого. Пожалуйста, выбирай. Ну и хорошо, что он генерирует сразу же текст в этом лого, то есть в этом проблем нет. Вот, к примеру, для телеграм-канала по промптику он создал вот такие вот лого. Да, честно говоря, возможно, это хуже прям профессиональных натренированных сервисов, тот же Лука, так как он все равно больше, как по мне, похож на стикер, но, возможно, кому-то нужны именно вот такие лого. Ну а так все зависит от вашего описания и запроса, насколько детально вы ему объясняете. Бот для генерации часто задаваемых вопросов. То есть тебе здесь достаточно просто загрузить ссылочку на какой-нибудь твой сайт, бот его полностью проанализирует и напишет тебе список возможных вопросов, которые могут возникнуть у зрителя. И я думаю, что его как-то даже можно монетизировать, потому что я знаю, есть фрилансеры, как раз которые составляют вот такие вот вещи за деньги. И классно, что после того, как он написал вам эти вопросы, он также вам предоставит 2 формата этого ответа. Например, он может загрузить эти часто задаваемые вопросы сразу же в код и дать вам предоставить вот такой вот HTML формат. Фак, схема, org формат, который вы можете сразу же добавить к себе на сайт. И, кстати, не обязательно его использовать только для сайта, то также можно кидать свою статью, он ее проанализирует и напишет для нее часто задаваемые вопросы. И также есть еще ботик Alpha Notes GPT, который трансформирует ютубовские видео, либо какие-нибудь статьи в гайды. Определенные гайды для обучения. Тоже это можно использовать либо для себя, либо как услугу. Бот-конвертер, он сможет конвертировать что угодно. И вот самые его популярные функции в том, что он может видеоформаты конвертировать, аудиоформаты, изображения, документы, электронные таблицы, презентации, архивы. Вам всего лишь нужно загрузить то, что вы хотите, написать, во что вам нужно его конвертировать, и он это делает. Заранее сразу же его спросите вот такой вот вопросик, что конкретно ты можешь конвертировать, чтобы вы понимали, в каких форматах он работает. И сам бот от
OpenAI, называется Grimoire, очень популярный бот, а это именно супермастер кодирования на разных языках. Я, конечно, не мастер кода, и я не знаю, на какой базе он тренирован, на каких языках он тренирован, но делает очень крутые вещи. Тут очень важно писать правильный промпт, чтобы он вам написал классный, качественный код, поэтому если вы не знаете, как писать правильно промпты, заходим в промпт-профессор, пишем в промпт-профессоре, что конкретно мы хотим получить. К примеру, написав ему «Я хочу создать игру, аналог динозавра, который при нажатии пробела прыгает через кактус от Google, напиши мне промпт, который заставит нейросеть четко создать такую игру, описывая всю механику игры». И он по твоему запросу пишет классный, продуманный промпт для того, чтобы создать потом игру с помощью языковой модели. После этого заходите в Grimoire, вставляете ваш промпт, написанный промпт-профессором, и он для вас создает код. И вот, пожалуйста, получаем вот такую вот игру. Когда я создавала игру, если вы это помните, я ее писала очень долго, потому что постоянно общаясь с чатом GPT, исправляя раз за разом каждую маленькую деталь. Здесь это вот с первого раза сработало. Ну и напоследок такие быстренькие, прикольненькие ботики, которые, возможно, вам тоже понадобятся, потому что они хорошо справляются со своей задачей. К примеру, стикер-бот, который генерирует качественные стикеры. Ты ему просто пишешь, что конкретно, и он тебе сразу же генерирует готовый стикер, который ты можешь скачивать и использовать. Единственное, что он здесь отказывается генерировать каких-нибудь известных героев по защите копирайтинга. Но я думаю, что вы, скорее всего, это будете использовать для своего бизнеса, поэтому проблемы не будет. Еще одна из таких необычных ботиков — это именно Cosmic Dream. Он визуализирует твои сны. Он их изображает, как они выглядят во сне. Не просто котик, к примеру, а он сразу же показывает, как котик выглядит у тебя во сне. Или как собачки и солнышки выглядят у тебя во сне. Либо ты прыгаешь по облакам и летаешь на машине. В нем сразу же запрограммировано, что все картинки, они должны быть изображены как будто во сне. Следующий ботик, а это именно раскраски. Мы с вами делали видео про раскраски, только там мне нужно было писать прям правильный промпт в Midjourney, объяснять ему, чтобы, не дай бог, там не было ничего, кроме прям полноценной правильной раскраски. То здесь это все натренировано, тебе всего лишь нужно вписать, что конкретно ты хочешь. К примеру, Spider-Man, Человек-паук, он тебе сразу же генерирует Человека-паука, тебе нужно скачать, раскраска готова. Рик и Морти сразу же генерирует тебе Рик и Морти. Мандалу — Мандала. Еще один очень смешной и быстрый ботик, а это именно бот, который симпсонизирует твои фотки. Загружаешь твою фотографию, и он делает ее в стиле Симпсонов. Вот, к примеру, я в стиле Симпсонов. Почему бы нет? Поиграться. Так, ну что, это было все на сегодня. Я думаю, вы в полном шоке, сколько полезных теперь ботов можно использовать. И отписаться от разных программ, которые мы использовали вне чата GPT. Как по мне, так чат GPT становится все более и более обширнее функционала, и, возможно, действительно многие сервисы умрут как раз из-за этого. Ну, а нам это классно. Мы сэкономим деньги, используя только чат GPT. Напишите, какой GPT вам больше всего понравился. И напишите также запрос, какую задачу вы бы хотели, чтобы решал GPT. В следующем месяце я сделаю обзор на новые крутые GPT, которые я нашла и протестировала. Ну все, пока.